Всем привет! Новости с полей. Я почти выздоровел. Постараюсь по-быстрому вас уведомить. Всю неделю, когда я болел, я искал возможность попасть в полицию в феврале следующего года, потому что у меня истекает срок действия моей текущей бумажицы, тархета роха, такое удостоверение, почему-то называемое карточкой, который говорит о том, что я проситель убежища в Испании. Не беженец, просто проситель. Мой статус подвешенный. И вот оно у меня в феврале истекает следующего года. И, естественно, в национальную полицию, как и в любую другую административную единицу в Испании, просто так с улицы нельзя прийти. Нужно получить предварительную запись. И вот по этой предварительной записи, которая в Испании называется СИТА или СИТА Превия, предварительная запись, вы можете только и прийти. Без этой СИТы вас не примут. Из полиции, национальной полиции все сложно. То есть полицейские участки, где принимают по определенным причинам. Есть полицейские участки, где по таким же причинам не принимают. И вот с моей пропиской в валенсианском автономном сообществе, то есть тут три больших города, это Валенсия, Аликанте и Альбасете, кажется, называется. Три таких вот региональных провинции. То есть провинция, это как маленькая единичка. Не, вообще самая маленькая единичка это комарка, это типа... Я не знаю, что это. Муниципальный округ, наверное, правильно обозвать. Да, вот комарка есть, потом провинция. Вот я в провинции Аликанте. И есть автономное сообщество. То есть такая Паис Валенсиана. То есть страна Валенсии. БВ одна фигня. Так вот, в этом Паис Валенсиана, в стране валенсийцев, я только и могу получить запись в полицию национальную, потому что у меня прописка здесь. Чтобы прийти в другое место, нужно иметь прописку в другом автономном сообществе. Вот, значит, количество полицейских участков ограничено. Не все из них принимают по этой причине, по причине продления, а не первичной выдачи, прошения на убежище. И вот я их проверяю, и ничего нет. И свободных мест нет, и записи нет. А 2 месяца, поверьте мне, это, я считаю календарные дни, да, примерно 2 месяца, это, считайте, ничего. Практически ничего, потому что половину, не половину, 10 дней они не будут работать в конце декабря и в начале января. Ну вот. О чем я хотел сказать? Хотел сказать о том, что в прошлом году, когда мне нужно было перейти с белой бумажки, буквально листа 4, который называется карта бланка, белая карта в Испании, на жаргоне. Это первоначальная бумажка, которую тебе дают. На вот эту вот красную карточку мне обещали помочь найти СИТу в АСЭМе. Это некоммерческая организация, которая помогает беженцам. В прошлом году обещали. В этом году я связался, мне сказали, по крайней мере в Барселоне. Я спросил, есть ли такая возможность у моих бывших кураторов. И они сказали, что нет. Там люди поменялись, но все равно они сказали, что теперь их организация этого не делает. И на сайте полиции национальной тоже, на сайте, вернее, электронного правительства, там не только национальная полиция, там все, вот там тоже невозможно взять эту СИТу. То есть количество возможностей схлопывается. Я в общем, собственно говоря, о чем хочу сказать. СИТу я буду искать. Это не то, что я вот прям на следующий день после того, как моя карточка истечет, срок действия, я стану нелегальным. Нет.
Вот. Там есть определенное время, когда я могу ее поменять, потому что понятно, что невозможно подугадать на следующий день, прям, чтобы запись получить. Вот. Но все равно, некоторое такое вот мандраж и неприятность по позвоночнику бежит. Вот. Неприятное ощущение бежит. Вообще, вы, те, кто находится сейчас в России, в Грузии, в Казахстане, где угодно. Я до сих пор, кстати говоря, встречаюсь с огромным количеством людей и лично, и общаюсь по Телеграмму, по другим соцсетям. Поражаюсь, насколько люди не осведомлены о том, как это работает в Испании. Еще повторю раз. В Испании есть некое негласное правило. Мы вас не трогаем, вы нас не трогаете. На моем примере, год назад у некоммерческой организации была возможность получить для меня вот эту запись. Это просто бюрократическая процедура. Поверьте мне, это вообще бюрократическая процедура. В феврале 2024 года я пришел в отделение полиции. У меня взяли эту бумажку, мою белую предыдущую. Взяли фотографию. Со скандалом обругали меня за то, что я на 5 минут пришел. Вернее, я пришел вовремя. Но когда меня вызвали, вот я сидел в зале ожидания, когда меня вызвали, я недостаточно быстро нашел стол, куда я должен был подойти к полицейскому. Там куча столов, полицейский, лет на 15 младше меня, и он меня буквально отругал и на испанском, и на английском, что я недостаточно быстро к нему подбежал. Просто абсолютно российского качества хамства. Написал жалобу по этому поводу и 0 ответов от полиции. Суть в том, что полицейский просто взял у меня эти бумажки, мои, старую бумажку, взял у меня старую прописку почему-то, вот, не барселонскую, а пригорода, взял у меня фотографию, все это впечатал в новую карточку, приклеил фотографию, взял отпечаток пальца, отпечатки я сдавал и раньше, всех пальцев, вот, все это сделал. И отдал. То есть процедура в моем случае была чисто техническая. И если бы не эта перепалка, когда он пытался меня построить. То есть он сидит и орет на меня сидя. Я стою, как пытаюсь ему объяснить, что у него стол находится на другом уровне, чем все остальные столы. И хрен пойди найди, догадайся, что там его стол за углом на возвышении. И тем не менее, процедура чисто техническая. Но настолько хамски была поданная, что я не мог промолчать. И вот на эту вторую техническую процедуру я не могу найти запись. Отношение к беженцам вы поняли, да? То есть я взрослый человек, выгляжу как какой-нибудь там, не знаю, мексиканец, точно не как житель Африки, и тем не менее полицейский меня отчитывает как мальчика. Хотя он значительно младше меня, за никакое правонарушение, просто за то, что я не подбежал к нему достаточно быстро. Вот, полицейские везде разные, вы знаете. Да. И вот, на эту процедуру я не могу найти запись. Никто мне пока не предложил помощи, абсолютно, с этим. Те, кто собирается приезжать в Испанию, вообще в Европу, у меня для вас... плохая новость, откровенно скажу. Все здесь уже устали от войны. Очень сильно европейцы устали от беженцев. Мы тут для них не самые главные беженцы. Допустим, для испанцев самое главное это приезжие из стран Латинской Америки. Марокканцев тут много. И они приезжают. Вообще африканцы очень лихо приезжают в Испанию. Потому что они едут на Канарские острова, тоже Испания. И потом их оттуда развозят по всей Испании континентальной. И испанцы устали от мигрантов. Испанцы не любят откровенно, когда с ними говорят по-английски. Вот. А мигранты не знают испанского во многом. Плюс и у испанцев, видимо, есть понимание, что вот эти вот приезжие из стран Латинской Америки забирают у них рабочие места. В общем, сейчас отношения, честно говоря,
хуже, чем 2 года назад. Когда ты объясняешь, что ты... Ну, то есть, вот твоя антивоенная позиция уже никого не интересует. Кстати говоря, те, кто думает, что ваша антивоенная позиция какая-то заслуга, я вас должен тоже огорчить. Многие выходцы из Латинской Америки, многие выходцы из Индии, из Бангладеш, из Пакистана особенно, из исламских стран, они пророссийские. В смысле, они поддерживают Путина, они в смысле вообще поддерживают Россию, потому что они очень не любят Америку. И в их понимании, если вы вдруг думаете, что вы чем-то заслужили их благоволение, то в их понимании Путин борется с Америкой, а они не любят Америку. И поэтому, ну, то, что вы против войны, ну, как бы для них это как раз минус, чем плюс. Сколько раз я тут от пакистанцев и от выходцев из Колумбии слышу, что типа Путин хорошо, молодец и все такое. Когда ты говоришь, что ты из России, тебе прямо такое в лицо рассказывают. Вот. И сейчас вы не получите такой поддержки, которая была в первый год войны, потому что, как я понимаю, как я это ощущаю, у тех, кто в некоммерческих организациях здесь работает, возникает резонный вопрос. Если ты был против войны и против мобилизации, то у тебя было время и возможность уехать в 2022 году. Если ты не уехал тогда, значит тебя все устраивало. В общем, резюмируя. Приезжая сюда, в Испанию, будьте готовы к тому, что вам не будут помогать. Если вам помогут в чем-то, это будет приятное исключение из правил. В общем-то, вам, во-первых, долго придется искать вот эти ситы. Без, насколько я понимаю, без статуса просителя убежища Красный Крест, как одна из основных организаций, работающих с просителем убежища, с вами общаться не будет. Не будет ставить вас на так называемую программу. Но даже с этой программой, я был на этой программе с апреля 23 года. Ой, я вспомнил, когда я стал на эту программу. В смысле, получил свой манифест. Вот. Я был со статусом просителя убежища с апреля 2023 года. А на программу меня Красный Крест поставил только в августе. И все это время я ходил им, доказывал, что мне нужна помощь, мне нужна помощь. Хоть какая-нибудь. Прикинули? А до апреля, то есть со мной вот этот поджог случился 3 декабря 2022 года, декабрь, январь, февраль, март. 4 месяца я не мог найти ситу. 4 месяца. Понимаете? И сейчас ситуация стала только хуже. То есть, если тогда я думал, что проблема именно с первоначальной подачей, и действительно я тогда находил, вот допустим, меньше года назад, я находил в Каталонии возможность получить ситу на продление, то сейчас я ради любопытства посмотрел по всем регионам Испании, по всем, даже в такой жопе мира, как Экстремадура, даже в такой жопе мира, как Риоха, да, так кажется, в Сории посмотрел. Посмотрел Понте-Ведре, по-моему, так называется городок на побережье Атлантического океана. То есть в разных местах Испании. Я потыкал в полицейские участки, повыбирал вот этот пункт оказываемой услуги обновления.
И его нигде нету. То есть СИД нет по всей Испании. На вот это, я уже про Канары и Балиарские острова не говорю. То есть СИД нигде нет. Это говорит о том, что система бюрократическая просто захлебнулась. Понимаете? Вот такая вот ситуация. И все это время, даже если вы попали на программу Красного Креста или какой-нибудь другой НКОшки, потому что не только Красный Крест помогает, имейте в виду, что, как я вам привел пример, НКО уменьшают количество услуг, которые они оказывают. Год назад мне готовы были помочь, чуть меньше года. Сейчас нет. И поэтому вам нужны деньги. Без денег вы не сможете здесь ничего. То есть я не знаю, как вы будете. Вот меня, наверное, неделю назад или полторы побеспокоили люди. Реальный случай. Приехали, то есть еще, я, может быть, рассказывал еще раз. Я до сих пор до глубины души поражен. Люди были в Нидерландах с 22 года, как я понял. Они были с испанской визой, но хотели получить статус беженцев в Нидерландах. Потому что, не знаю почему, мне не объясняли, но могу предположить, например, потому что они владеют голландским языком. Я не знаю. Мне не сказали. Знаю, что они были в Нидерландах, знаю, что они подались на беженство в Нидерландах. И их местное правительство хотело отправить по дублинскому регламенту в страну, которая выдала им шенгенскую визу, то есть в Испанию. А они не хотели ехать в Испанию. И они пошли в суды. Видимо, не сами. Видимо, какой-то НКО там нашли, которое им помогло это все делать. Но все-таки законодательство надо знать. Дошли до Верховного суда и им отказали. То есть Верховный суд настаивает Нидерландов. Настаивает на том, что они должны получать свои ништяки беженцев в Испании. Это я рассказываю с их слов. То, что они мне объяснили, они с друзьями приехали на юг Испании. Просто взяли и приехали. Их не выслали. Им не купили билет. Хотя я знаю, допустим, знакомым белорусам, с которыми учились на курсах испанского языка в Барселоне. Знакомым белорусам тоже из Нидерландов купили власти билеты. И они с семьей переехали в Испанию. Эти, о которых я рассказываю, тоже с семьей приехали на юг Испании с друзьями. А потом начали мне задавать вопросы в Телеграм. А что, а как, а куда? А я им объясняю, что, ребята, во-первых, вы должны иметь СИТу. Во-вторых, вы СИТу на что берете? На первоначальную подачу? Так, секундочку. Ваша первоначальная подача была в Нидерландах. И голландцы, ребята дисциплинированные. Они возьмут ваш кейс, соберут его, все ваши подачи, апелляции, и отправят в национальную полицию Испании через какое-то время, следом за вами. И, соответственно, вы должны брать СИТу на обновление вашего кейса, как я понимаю. А когда вы возьмете СИТу на обновление, вы должны прийти в полицию и сказать: ребята, а вот наш кейс там где-то в Нидерландах. У нас его с собой нет. И самое главное, что Красный Крест пока не увидит этих ребят, которые приехали из Нидерландов, испанского документа, подтверждающего их статус просителя убежища, они не... в общем, тут, скорее всего, не будет никакого разговора, их отправят в полицию вежливо, но пошлют. В Испании вообще с тобой начинают разговаривать, когда ты им говоришь, что у тебя есть НИЕ. Многие понятия не имеют наших беженских этих документов. Для них, вообще для испанцев, есть документ ДНИ, то есть национальный идентификационный документ, буквально расшифровывается.
Ну, это что-то типа удостоверения личности. Это то, что есть у всех испанцев. И у иностранцев есть ТИЕ, то есть карточка, тархета, и идентификационная карточка иностранца, если расшифровать. Это такого же формата, типа водительского удостоверения в России, карточка, только для иностранцев. Вот эти все наши какие-то карты-бланки, тархеты Роха, этого никто ничего не понимает. Я пытался тут себе открыть счет в маленьком местном банке про запас. И меня послали, сказали, у тебя нет ДНИ, пошел вон, мы тебя не знаем. Я говорю, у меня есть НИЕ, уникальный номер иностранца в Испании, без которого тебя вообще в упор не знают. То есть ты должен первоначально в полиции национальной получить этот НИЕ, буквально номер иностранца, идентификационный. И тогда ты будешь понятен для испанских властей, кто ты, что ты, куда ты. Это твой ИНН. Только не налогоплательщика, не надо путать. Все-таки это не номер налогоплательщика. Это просто твой идентификационный номер в Испании. И в банке не понимали. Я им тыкаю на свою карточку и говорю, вот у меня тут написано НИЕ и номер. Они ничего этого не знают. И вот эти ребята, которые приехали из Нидерландов, я им объясняю, что вы должны пойти в полицию, получить это НИЕ, как-то обозначиться, что вы здесь находитесь. Никакая испанская НКО, в моем понимании, я скорее всего прав, не будет с вами общаться, пока вы не пройдете процедуру идентификации в полиции. И на что они собираются, на что они надеются, на то, что им побежит Красный Крест помогать, да еще на юге Испании, где куча мигрантов из Африки. Ну, не знаю. Ну, в общем, я им помог как мог, объяснил все это. И вам объясняю. Поэтому, пожалуйста, подпишитесь. Поставьте лайк мне. Напишите комментарий, как вы сюда попали, в Испанию. Или как вы собираетесь в Испанию. Вот. Да, почему едут в Испанию? Одна из причин это климат. Кто-то считает, что здесь классный климат. В моем понимании это очень на любителя. Например, сейчас на улице утром было плюс 5. И в доме было около такой же температуры, потому что здесь одинарное стекло. То есть, по сути, здесь с улицы у меня нет никакой границы. Плюс окно дырявое, и когда ветер дует, хорошо свистит. Вот. Плюс окна выходят в колодец улицы. То есть, у меня тут мало солнечного света. В комнате тупо холодно. Отопления здесь на юго-востоке и на юге Испании нет по определению. То есть никто не заморачивается. В комнате холодно. Сплю под множеством одеял. Мерзну. Может быть, поэтому заболел. Летняя жара, ее надо просто пережить. Я вроде как с кубанского юга. Поверьте мне, даже на севере, северо-востоке, в Каталонии жара была такая, что мне было очень тяжко. То есть климат в Испании очень своеобразный. И Испания большая страна, климат здесь разный. Но мне кажется, одна из основных причин, почему в Испанию едут, это то, что испанские власти несколько, они не сильно напрягаются в плане отслеживания всяких иностранцев. То есть формально ты выполнил требования, принес какие-то документы, и окей. То есть тут не будут вас под микроскопом рассматривать, выяснять, кто вы, что вы. Предоставил список документов, выполнил формальные требования, молодец. Очень медленно. Вообще, на самом деле, бюрократия в Европе везде медленная. Но в Испании она подчеркнутая по-южному медленная. Говорят, в Португалии еще хуже. Вот. И самое главное, что испанские власти, они не будут за вами гоняться, не будут вас там отслеживать. Где вы, что вы, как я понимаю. Где вы, что вы, куда вы. Вы их не трогаете, они вас не трогают. Вот.
Я на улице кучу вижу темнокожих чуваков, которые, вероятнее всего, без документов вообще в Испании находятся. Палатки стоят, кстати говоря, вдоль моря. Стоят палатки прямо вот на променаде. Там какие-то беженцы живут, даже не чернокожие. Прям в палатках, прям напротив шикарных яхт. Никто их не пакует, никто их никуда не вывозит. Ну, хотят люди жить, ну, пускай живут. Очень много мест в Испании, где в каких-то лесополосах, особенно в землеотведении вдоль линий электропередач, вдоль каких-то каналов, настроено каких-то палаток, шалашей, домиков, даже с трубами, с печным отоплением, с солнечными панелями, с машинами припаркованными. И там живут люди, как я полагаю, без каких бы то ни было оснований пребывания в Испании. Ну или просто какие-то, я не знаю, как их назвать, просветленные, что ли. Но явно нельзя под лэп жить. Но тем не менее, вот Барбара де Байес в Каталонии, рядом с автономным университетом Барселоны, там целый такой городок на километр примерно вдоль речки и под лэп. Испанская бюрократия не будет вас трогать, пока вы не нарушаете серьезным образом законы. Ну, то есть там не совершаете криминальных преступлений, как я понимаю. Ну, поэтому, наверное, Испания выбирает. Не самый сложный язык из европейских. Ну, экономика тут плохая, откровенно, но тем не менее. Поэтому, наверное, едут сюда, в Испанию. Вот. Теперь вы предупреждены, вооружены. Если вдруг вы считаете, что... Да, кстати, важная вещь. Я много видео смотрю по этому поводу. Почему не закрывают границу в России? Почему? Ответ очень простой. Дают возможность всем, кто хоть как-то пассионарен, хоть как-то готов бороться за свое будущее, дают возможность этим людям выехать. То есть малейшим образом несогласные и активные имеют возможность выехать. Даже деньги можно вывести. Нет там таких прям биномов Ньютона, которые невозможно решить и не вывести деньги из России. Те же казахские карточки или киргизские, криптовалюта. Да, кстати, имейте в виду, что в Испании очень жестко следят за криптовалютными переводами, поэтому вот. Вообще тут за финансами следят, и не советую класть на счет больше 10 тысяч евро, к вам сразу возникнут вопросы. Ну, в смысле, за раз. Ну, я думаю, час по чайной ложке можно это сделать, потихонечку накладывать. У меня нет возможности вам говорить, как это бывает. Вот. Но я полагаю, что люди сюда приезжают не просто так, а чтобы покупать недвижимость и так далее. Тоже к вопросу о покупке инвестиционной недвижимости в Испании, ну, ребята, это надо быть очень таким азартным человеком. То есть, как бы там ни говорили, что мы тут сейчас будем бороться с оккупасами, вот как российские власти позволяют активным, на что-то способным людям с деньгами или просто с куражом выезжать из Испании, из России, например, в Испанию. То есть, по сути, это свисток на чайнике. Пару дают возможность выходить, поэтому границы не закрывают. Все равно российские власти понимают, что не выйдет больше, чем то количество, которое получили загранпаспорта. А в России загранпаспорта просто получили эти документы не больше 5% населения. Не больше 5% населения, понимаете? То есть даже если в идеале представить, что эти все 5% это пассионарные антивоенные люди с деньгами, и вот они все выехали, то 95% останется. А без денег я вам очень не рекомендую ехать в какую-либо европейскую страну.
с самого начала у вас не будет разрешения на работу, у меня разрешение на работу появилось через год после того, как я застрял в Испании. Через год. Вот. И в 2022 году и в 2023 году еще какие-то донаты были. Да, на мои призывы в российских соцсетях, не в испанских, в российских соцсетях мне удавалось сделать какие-то сборы. Понимаете? То есть россияне мне донатили. На территории Европейского Союза я собрал очень мало донатов. Чуть ли не в 10 раз меньше, чем в России. Понимаете? То есть, когда вы будете уезжать в Европу, имейте в виду, что местные вам, скорее всего, не задонатят. Ну, такая вот особенность, с которой я лично столкнулся. Задонатят, скорее всего, те, которые говорят, ну, то есть не только говорят, но и ваши бывшие соотечественники, скорее всего. Сможете ли вы этими деньгами воспользоваться, я не знаю. Если вы, там, допустим, внесены в какие-то списки, вам, скорее всего, счета заблокировали. И куда вы будете собирать донаты, ну, то есть найдете ли вы человека, который готов за вас подписаться банковской карточкой, собрать для вас донат, если ваши счета заблокированы, допустим, потому что вы экстремист, ну, не знаю. А в Европе я почти не собрал. Более того, я вам скажу, это очень важно. Кто досмотрел до этого момента, поймет. Если вы надеетесь, что вам удастся разместить какие-то компании по сбору, фандрайзингу индивидуальному на каких-нибудь платформах типа GoFundMe, забудьте. Забудьте навсегда. Все платформы в Канаде, я лично это пробовал, в Канаде, GoFundMe в США, есть британские платформы, есть платформы индийские какие-то. Первое, что делают, они ограничивают сборы донатов гражданами своей страны. То есть американцы могут собирать на GoFundMe. Второе, с GoFundMe у меня была длительная переписка. Я им объяснял, что я такой-то, такой-то, вот куча статей обо мне в российских СМИ, в испанских СМИ. Я на территории Испании. У меня есть номер социального страхования в Испании. У меня есть индивидуальный номер иностранца в Испании. У меня есть прописка в Испании. У меня есть счет в Испании. Да, у меня российский паспорт. Да, у меня нет вида на жительство. Но я только проситель убежища. Это все было в 23-м году в начале. Я хочу собрать деньги. И мне GoFundMe ответила нет. Они просто удалили мои аккаунты и заблокировали мне возможность открывать компанию. Я долго с ними переписывался, они просто снесли меня и все. Я теперь не могу с моими персональными данными открыть там аккаунт. Ну, они меня поставили в бан. Я им доказывал, что я не получу ни копейки, ни евро, ни сантима, ни цента на территории России. Не смогу этого сделать, потому что я вот физически нахожусь здесь, в Испании. И GoFundMe снесла мне аккаунт. Подчистую. И не дает возможность открыть. И вы не сможете с вашими статусами просителя убежища открыть карточку на каком-нибудь революте или вазе. Потому что у вас документы, которые работают только внутри Испании. А эти системы не испанские. Они их не понимают. Даже испанские банки, как я вам сказал, не совсем понимают ваши статусы. Так вот, что касается причин переезда, значит, россияне, российские власти выпускают всех несогласных, всех активных, потому что им нужно выпустить то, что способно что-то делать, шевелиться выше общего болота, и таких все равно не больше 5%. И это очень хороший механизм, отлично от СССР, механизм стабилизации российского болота. То есть все, кто что-то могут, уезжают, все, кто чего-то не могут по каким-то причинам, остаются внутри. И поскольку вокруг них те, кто больше согласен, чем не согласен, все, кто остался тихим, несогласным, они будут дальше молчать, ничего не будут делать.
В испанском обществе есть явление оккупасов, не только в испанском. И во Франции есть такое, в Нидерландах, сквотеры, оккупасы, те, которые заезжают в квартиры и живут там. Это тоже механизм такой социальный, компенсаторный. То есть испанские власти тем пассионариям, тем активным, кто в состоянии буквально бороться за свои якобы попранные гражданские права, вот им дают возможность захватить квартиры, и тем самым выпускается пар. То есть эти люди не выходят на протесты, а просто становятся оккупасами. И потом это не испанское государство борется с этими оккупасами на митингах и не выдает им никаких пособий. А это уже индивидуальный гражданин, собственник этой квартиры или дома, борется с этими оккупасами где-то там в судах десятки лет. Ну ладно, загнул десятки лет. Но несколько лет точно будете судиться и точно будете выгонять этих оккупасов. Поэтому инвесторы в недвижимость в Испании. Обратите внимание на то, что написано про Барселону. Уже приняли законы о том, что количество квартир под туризм, особенно под Airbnb и Booking, будет жестко ограничиваться. Лицензии не будут выдаваться. Ваши соседи в вашем доме будут иметь право запрещать вам сдавать эту квартиру в аренду туристам. Испанцы собираются жестко контролировать вообще краткосрочную аренду. То есть испанское правительство хочет заставить собственников сдавать квартиры в долгосрок, на 5 лет, например. И хотят так зарегулировать отрасль, чтобы сдавать квартиру посуточно или, допустим, меньше, чем на год, было просто жутко сложно бюрократически, либо просто невозможно, потому что соседи против. То есть вот эти все инвестиционные квартиры, которые вы покупаете, после 12 ночи могут из принцессы превратиться в тыкву. Очень вероятно. Особенно в тех районах, где, собственно, вы и покупаете. То есть это Барселона, Валенсия, Аликанте, Торревьеха, Малага, Мурсия. Ну, то есть вот эти курортные места. Вы же не покупаете где-нибудь в Сории или в Экстремадуре. Вы же покупаете там, где вы хотите на этом зарабатывать, или где хотите сами жить. Опять же, если вы не сами живете, то есть у вас есть на самом деле, инвесторы в недвижимость, у вас есть две опции, плохие оба. Первая опция, вы не живете в этой квартире, вы на основании этой квартиры получили какой-то вид на жительство, например, и свалили куда-нибудь в Москву, или, не знаю, в Таиланд. Вашу квартиру, если она недостаточно хорошо охраняется, или, допустим, она не в каком-нибудь элитном ЖК, хотя и там тоже бывают такие случаи, есть вероятность, что въедут оккупасы. Ну, допустим, вы думаете, я такой умный, я сейчас буду сдавать свою квартиру в аренду туристам, буду зарабатывать, и оккупасы не въедут, потому что в квартире все время кто-то живет. Окей, ну хорошо, сейчас вы, может быть, это сможете сделать. С высокой степенью вероятности за Барселоной и другие курортные места, да, забыл Мадрид произнести, Мадрид и страна Басков тоже курортные места. Так вот, скорее всего, эти все курортные места, самые интересные в плане инвестиций, они пойдут следом за Барселоной и тоже жестко зарегулируют вот эти вот супервыгодные краткосрочные аренды, типа на Airbnb, на Booking, или вот как сдают тут на летние периоды, по 1000 евро за неделю платят. Куча вариантов аренды такие, что вот мы сдаем квартиру с сентября по май, а с мая по сентябрь в летний период, ну весенний-летний период, сдается по очень высокой ставке. Ну, примерно квартира 1000 евро в неделю. То есть 4000 евро в месяц. Хотя нормальная ставка обычно для квартиры, ну, от 600 до 1000 евро. Плюс-минус, в зависимости, конечно, от класса. Это тоже средняя температура по больнице. Вот. Можно ли вкладываться в недвижимость? Да, можно. Но если вы собираетесь вот купить квартиру сейчас
немножечко посидеть, побояться, продать ее, допустим, через год, через полтора, пока ее не зарегулировали. Но побояться все равно придется, потому что у нее могут вселиться окупасы. Ну, наверное, можно сдать на год. Наверное. Я такие, кстати, бляха-муха, это отдельная тема. Мне отвечают по поводу аренды эти русскоязычные риэлторы. Ребята, на кого вы рассчитываете? Читаю и плачу аж. Там такие варианты выкладывают. Вот последняя переписка у меня была с тезкой, с Андреем. Значит, он мне написал: 3 месячных аренды я должен заплатить, 2 месяца депозита я должен внести. То есть это вот я должен сразу заплатить за 3 месяца аренды. 2 месяца это как бы не за аренду, а типа страховки, что если я что-то разнесу в квартире из мебели или холодильника. И, ребята, это очень важно, как правило, вы потом не докажете, что вы не сломали ничего. Сплошь и рядом случаи, когда вы вносите эти депозиты, потом эти депозиты вам не возвращают в полном объеме, а стараются как можно больше с вас содрать. И начинают придираться, что вот тут стены обговнял, вот тут пол сильно стер. Вот, ну, то есть естественный износ непонятен им. Вот, значит, смотрите, 3 месяца аренды, 2 месяца депозита, месяц арендной платы, это финансовая гарантия. То есть у меня уже должно быть денег на 6 месяцев аренды, которые я им одновременно перечисляю. И еще они хотят 10% от годовой стоимости аренды плюс НДС. Это как комиссия агентства. Это запрещено законом. Агентство не имеет права с арендатора требовать комиссию. Эту комиссию они должны, если они хотят, брать с арендодателя. Но мне написали, что вот это я должен им еще заплатить. 10% от годовой стоимости плюс НДС это больше, чем месячная аренда. То есть вот за 7 месяцев он хочет, чтобы я просто отдал ему денег. Причем явно, что комиссия это вот прямо прямое нарушение закона. Ну, такие вот риэлторы здесь. И раз он это предлагает, значит, наверное, кто-то снимает. Вот. Ну, наверное, все. Начали за здравие, кончили за упокой. Ну, сорян, я вам только правду рассказываю. Поэтому еще раз, лайки, подписка. Собираетесь ехать, если, допустим, боитесь там... Ну, последняя мысль. Последнее, я вот точно закончу, да. Если вы собираетесь ехать в связи с тем, что вы там против войны или боитесь мобилизации, то делайте это до каких-то формальных мирных соглашений. То есть, если сейчас идет активная война, ужесточаются боевые действия, то когда произойдет замирание фронта, заморозка конфликта, предположительно весна следующего года, возникнут 2 вещи, которые очень вас, тех, кто собирается заново приехать, очень вас подставят, в кавычках. Первая вещь. Произойдет замирание конфликта, и первое, что сделают европейские бюрократы, они всем тем украинцам, которые здесь находятся в Европе, они им предложат вернуться обратно, либо перейти со статуса временной защиты на какие-то другие статусы. А это значит, что вот эти все украинские граждане, которые сейчас идут в отдельной очереди, у них отдельные ситы в полицию национальную, у них, ну, в общем, все отдельное, они одномоментно практически перейдут в статус просителей каких-то видов на жительство на общих основаниях. То есть сейчас у них отдельная очередь, и весной следующего года они станут в общую очередь. И, соответственно, в общей очереди, ну, чисто технически станет меньше мест для всех остальных, потому что появится определенный поток украинцев. Я думаю, что вернутся в Украину, дай бог, чтобы 10% из тех, кто сейчас находится в Европе. Ну, люди просто за много лет уже как-то выстроили отношения, связи, дети ходят в школу, они уже говорят на местных языках. То есть, может быть, людям даже в
физически некуда возвращаться, как мне, например. Ну вот куда я вернусь? На пепелище? Без возможности работать, со страхом того, что меня в любой момент могут посадить за все то, что я сделал за последние годы. С пониманием того, что все будет дальше хуже и хуже. Ну вот. Это первый момент. Это точно случится. Вот к бабке не ходить. Второй момент. Как только произойдет замирание активной, горячей фазы конфликта, чисто психологически, у европейских бюрократов, у европейских НКО в голове щелкнет переключатель о том, что ну все, там все хорошо. Ну, подумаешь, в России автократный, диктаторский режим. Ну, мало таких, что ли, в мире. Вот. Северная Корея, Иран, все друзья России. Да и не только. Ну, то есть, у людей переключится фокус внимания на что-то другое. Хотя бы на ту же Сирию. И, соответственно, вы, приехав сюда, просто не будете вызывать той эмпатии, которая появляется была у европейцев в 22 и 23 году. Просто ее не будет. Чисто психологически у людей переключится фокус внимания на что-то другое. На другие горячие конфликты, на другие горячие точки. Вы же не единственный. У нас просто, вот, понимаете, сознание, обычное сознание, что все крутится вокруг Европы, все крутится вокруг конфликта России с Украиной. Нет, ребята. У испанцев глаза повернуты на Запад. У них империя была на Западе. Испанцы думают о Венесуэле, о Колумбии, о Сальвадоре. Вот они туда смотрят, в ту сторону. Поэтому, да и не только у испанцев. Когда вы сюда приедете, если вы будете приезжать сюда, допустим, летом следующего года, ситуация, с моей точки зрения, для беженцев, не для тех людей, у которых есть десятки или сотни тысяч евро, это вообще совсем другая категория. Они в состоянии нанять себе адвокатов, они не парятся в плане того, что плюс-минус 100 евро за аренду в месяц. Они спокойненько могут здесь жить и ждать своих статусов и решений. Вот те, кто самые бедные, те, кто самые нуждающиеся в помощи, ожидайте то, что весной и летом следующего года на вас, вероятно, вообще не обратят внимания. И вы должны быть готовы к тому, чтобы ответить, а чего ты ждал все эти годы? 22 год, 23, 24, чего ты ждал? Да и банально, понимаете, ребят, все эти вот НКО, они же не просто так работают, им кто-то платит зарплаты. Есть как бы возможности, ну то есть там люди работают, получают зарплаты. И когда конфликт из горячей фазы превратится в замороженную, им просто перестанут выделять на это фонды. И все. Нету фондов, нету помощи. Все очень просто. Делайте выводы. Все, всем пока.